Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Пришло время любовных гаданий, и мы посмотрим с вами сегодня три варианта, три отдельных расклада для мужчин и для женщин. Чувство загаданного вами человека. Вот что он чувствует. Вашему вниманию предлагается три инструмента. На какой колоде вы будете гадать, решать вам. Вы можете выбрать один расклад, тайм-коды найдете в описании, можете сделать комбинацию, можете прослушать все три. По традиции начнем с расклада, который начинает вообще говорить о вашей ситуации. Мы посмотрим ситуацию, а потом посмотрим мысли, чувства, намерения, решение вашего партнера, что он решил. Ну и посмотрим вытекающие вопросы. Итак, расклад номер один. Какая ситуация у вас прямо сейчас? Первая карта — король жезлов. Мужчина пытается управлять ситуацией. Мужчина достаточно властный. Пытается вообще быть хозяином в этой ситуации. Да? То есть он диктует тренды ваших отношений, давайте так скажем, или задает ритм ваших отношений. Мужчина достаточно такой своенравный, возможно, управлять не только ситуацией, еще и бизнесом, делами, политикой, в общем, такой хозяйский, деятельный. Да. Также у вас ситуация стоит, знаете как, вообще может стоять вопрос, конец или пауза. Поэтому вот прислушайтесь к ситуации, где мужчина, давайте так скажем, варит воду. Да? Может быть, вы, мужчина, и варите воду, или пытаетесь управлять этой ситуацией. И оно прям вот, давайте так скажем, зашло или в тупик, или вот по лезвию бритвы. Знаете, как, возможно, ваши отношения представляют собой какой-то цирк, да, или какое-то шоу уже, да, в котором прямо вот друг в друга ножами там или этими, как они, пиками, да. И это как бы вроде бы фокус, но это не фокус. Вы друг друга, знаете, так прокалываете, да, и думаете, что фокус получится, а фокус уже может и не получается у вас. Уже все, конец фильма на кону, да, такое тоже часто бывает. Ну и иерофант. Смотрите. Во-первых, здесь в этих отношениях патриархат. То есть мужчина здесь главенствует, мужчина здесь главный, мужчина здесь может быть даже старше, здесь может быть мезальянс, вы как женщина гораздо младше, или просто мужчина хочет быть старше. Тем не менее, здесь мужчина как бы даже, знаете, как вынуждает на себя молиться, вынуждает. Здесь может быть такая мужская манипуляция, где мужчина хочет казаться умнее, властнее или пользуется этими ресурсами своим интеллектом. Прежде всего, это интеллект. А во-вторых, духовным развитием здесь может быть. И вообще здесь воздух и огонь. То есть какая-то дивная комбинация. Немножечко даже она, знаете, такая немножко адская, где его интеллект и его характер, вот здесь характер, а здесь интеллект, да, создают некие тупиковые ситуации в ваших отношениях. Поэтому прислушайтесь, если интеллект, характер и, давайте, нравы мужчины и его власть создают тупиковые ситуации в ваших отношениях, это как раз вот для вас. Ну и ситуация под вопросом тупик или пауза, будет ли продолжение и так далее. Давайте посмотрим. Первое. Давайте посмотрим, что все-таки он чувствует. Истинные чувства к вам. Смотрите, он не знает в чувствах, он не может разобраться, и он не понимает, может ли он вас отпустить или нет. Вот такие вот чувства, да. То есть и дальше не знает, что делать. И отпустить не может, и он не понимает своих чувств к вам, он не может с ними разобраться. И знаете как,
он как бы еще надеется на то, что было раньше между вами, как-то, ну, давайте, как-то будет в перспективе, да, то есть, по сути, его чувства непонятны, не ясны ему самому. Давайте посмотрим, а что он вам транслирует, и как раз вы сможете сравнить, да, со своей ситуацией, вот что он транслирует вам. Смотрите, выпадает жрица, императрица. Нет, видите, по императрице он вам обязан просто транслировать: ты там для меня самая дорогая, самая золотая, самая родная, самая близкая. То есть, по сути, он вам немножко врет, но он вам не врет, он себе врет. Ну, вот так получается. Поэтому вот истинные чувства он не знает, что делать. А в открытой трансляции вы для него чуть ли не первая леди. Еще, может быть, и даже и говорит, что детей хочет. Ну, такое тоже может быть, кстати. Но где-то в глубине души он и не может пока вас отпустить. Возможно, кстати, комбинация 13 выпадает. Вы действительно сейчас проживаете такую ситуацию очень сложную. Можно сказать, вы проходите Рубикон отношений. И вот если после этих отношений вы останетесь дальше, то это уже навсегда. А вот если разойдетесь, то уже не сойдетесь. Понимаете, да? То есть 13. Ну, давайте все-таки смотреть. Иерофант – это о браке. Тут, скорее всего, отношения брачные. И ваш брачный союз стоит под большим-большим вопросом. А что он думает? Вот давайте чувствами разобрались. Да? Что он думает о вас сегодня? Рыцарь жезлов. Смотрите, все идет по огню, огонь, 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 очень много огня. Поэтому он будет управлять ситуацией до последнего, и он будет думать о вас, что вы будете ему подчиняться и преследовать те цели, о которых он заявляет. То есть будете полностью от него зависеть, будете полностью делать, как он сказал, что он сказал, и он будет еще и управлять этим на дистанции. Это дистанционная карта. Это тоже, кстати, дистанционная карта. Он будет вас убеждать. Он будет с вами много разговаривать. И будет склонять вас, знаете как. Он вас будет заговаривать в плане того, что вот говорит: ты же мне нужна, ты самая ценная, ты самое дорогое, что у меня есть. Он как бы планирует вас, давайте так скажем, по-хорошему, да, не со злым каким-то манипулятивным намерением, а по-хорошему использовать для того, чтобы вы были возле него. Когда вы на дистанции, он все равно будет контролировать, чтобы вы ничего никуда не делись. Поэтому в мыслях о вас ему выгодно, именно выгодно по этой карте продолжать управлять вами. Даже на дистанции. Даже когда вы не вместе, он будет стараться это делать, окей? Давайте, а что он теперь все-таки он будет делать? Потому что это мысли его, а как он поступит, это уже второй вопрос, да? Третий даже. Ну, смотрите, Паш мечей, все-таки мои подозрения, они не безапелляционны, да, как говорится. Смотрите, что он будет делать? Он будет контролировать вас. Это я повторяю эту карту уже. Он будет вас держать в напряжении, контролировать и отсекать у вас какую-либо мысль, его каким-то образом укусить, подавить или ограничить. То есть он будет требовать полной свободы, при этом вас он будет максимально подавлять. Ну, давайте так скажем, тут может быть и унижение, да, физическое в принципе. Но вот если отношения как бы такие, знаете, по императрице, вам выгодно с ним быть. Вот женщине здесь быть выгодно пока еще с мужчиной. Но вот этой выгодой он будет пользоваться, чтобы вы не могли его как-то ограничить в движении. То есть он будет требовать от вас полной свободы действия, передвижения.
мысли, изъявления. Он может вас там немножечко поунижать, не физически, а оскорбить, зацепить, уколоть, но будет ставить на место. Поэтому что он будет делать? Как минимум он будет контролировать ваши действия, дабы они не стали более свободны. Я вижу здесь женщину в очень неудобном положении, в очень зависимом положении. Вы напишите, ваш этот расклад, не ваш, может, ваш следующий расклад. И давайте посмотрим, а можете ли вы быть счастливы в этих отношениях вообще, или будет ли здесь счастье, и в чем оно может выражаться. Смотрите, двойка монет. Здесь, во-первых, то, что я говорил, женщине быть выгодно здесь, и женщина здесь играет, возможно, жертву, но ей это выгодно. У нее полная материальная заинтересованность, возможно, это имущество, часть бизнеса, недвижимость, и просто выгодно быть. Да? Но, тем не менее, здесь еще все может легко измениться. И в любой момент здесь может произойти так, что вы все-таки будете счастливы. Давайте посмотрим, а что может стать этим ключиком к вашему счастью, окей? Здесь колесо фортуны. Нет, это 10 монет, извините. Чего это я так погорячился? Хотел сказать, что это ваша судьба. Это наследство. Внезапно все может измениться, и вы станете, ваша женщина станет наследницей. Поэтому мужчины, услышьте, женщины тоже услышьте, сделайте выводы. И ваше счастье здесь в деньгах. И, знаете, вы можете сказать, не в деньгах счастье, да, я согласен с вами категорически. Но вот здесь та самая ситуация, где выгодно императрица, двойка монет, 10 монет. Поэтому женщина здесь будет выгодополучателем, а мужчина будет покупать свой авторитет именно тем, что у меня все, а у тебя ничего. Поэтому, да, здесь это перспектива, но это перспектива в имуществе, в деньгах и в ресурсе. Есть ли любовь? Любит ли он вас на самом деле? Любовь ли это? И можно ли ее назвать любовью? Четверка жезлов – это бытовуха. Давайте так скажем, это жизнь удалась, и все стабильно. Поэтому вы просто один властвует и хозяйничает, а другой, как у Христа за пазухой, но уже второй вопрос. Может ли второй, тот, который подчиняется, тут может подчиняться наоборот и мужчина, в принципе, хотя здесь больше мужчина властвует. Может ли он это выдерживать? И очень много таких союзов, где один подчиняется, другой властвует, но при этом все всех устраивает, и эта бытовуха, в принципе, может быть, съедает, а может быть, длится всю жизнь. И это может быть надолго. Поэтому, в принципе, если вы, как один из партнеров, готовы подчиняться тому, кто все это содержит, то, в принципе, это надолго, и ваши отношения могут урегулироваться. Поэтому, если вы спрашиваете, конец это или пауза, скорее всего, это пауза и будет продолжение. Но помните, что этого продолжения вы будете как под конвоем. То есть, вы будете ходить, как на привязи, как часть интерьера, как часть материального мира. Поэтому у этого короля полные права на вас, как на часть его материального мира, где он является авторитетом и хозяином. Так. Поэтому здесь такой брак по расчету, союз по расчету. Если вы не хотите заморачиваться про мысли, чувства, вы просто будете жить. Один будет властвовать, а другой будет хозяином ситуации, да, как говорится. Ровно, во всяком случае, будете обеспечены, да. Так. Вот такой первый вариант. Мы же движемся с вами дальше, друзья. Напишите свой комментарий, как вам резонирует первый расклад. Если не подходит, давайте смотреть второй. Итак, по традиции смотрим, что за ситуация, что происходит между вами на здесь и сейчас.
Так, ну здесь какая-то или страсть, или такое противостояние. Да, я сейчас просто хочу посмотреть, как карты лежат. Ага. Или страсть, или противостояние. Ну, как минимум, если у вас страсть, вы понимаете, а если противостояние, то кто-то кому-то хочет порвать пасть. Да? Давайте глянем, что это страсть или противостояние. Ну, здесь мужчина тоже пытается доминировать. Кстати, здесь может быть, вот не хочу делать диагностик магического влияния, но здесь может быть магия такая, да, вот особенно мужская магия, да и женская магия здесь тоже может быть. Здесь, кстати, женская магия сексуальная. Ну, а мужчина тут может брать чем угодно. Здесь мужчина просто мастер на все руки. Поэтому давайте так скажем, что происходит между вами. Между вами происходит, давайте пока скажем, бытовая магия. Такая на уровне химии. Ничего плохого я тут не вижу пока. Вот. Девятка – это зрелые достаточно люди, вот такие уже после 30, туда отшельник, да, возраст Христа, как бы вы должны уже достигнуть, если вы помоложе немножко, ну, возможно, вы мудрые оба, да, ну, как бы созрели друг для друга, да. Ну и третья карта – король Пентаклей. Смотрите. Ситуация аналогична первой, но здесь и карты такие, да, это две колоды одного и того же автора, может кто не знает, просто я так и говорю, да. Поэтому, смотрите, здесь мужчина, по сути, он манипулирует всем и деньгами тоже. Вот здесь вот в первой части там другая история, послушайте, а вот здесь, я не буду говорить, не буду спойлерить про первый, да, а вот здесь вот именно мужчина... Мастер на все руки. Мастер. Там отличный программист. Еще плюс еще и сантехник. Да? Вот такое несочетаемое. Может быть, он программист, еще и таролог. Да? Ну, к примеру, да, такое вот. Ну, или строитель, и банкир, да, там одновременно. Или там аграрий, да, вот тут аграрий, тут и банкир, тут может быть и строитель. Да? Здесь у него сочетается... Очень много огня. Вот мужчина вообще здесь может быть лев, овен и телец. Такие вот, смотрите. Поэтому здесь мужчина много предлагает, очень много предлагает и подкупает постоянно. Может ли быть такое, что он за душою не шиша? Давайте проверим. Что за душой у этого мага, да? Ну, смотрите, он обещает действительно много. 7 пентаклей. Может быть. То есть здесь может быть манипуляция. Здесь может человек обманывать, говорить, что у меня там я хозяин заводов, владелец заводов, газет, пароходов. Может так говорить, но здесь нужно проверять. То есть, смотрите, карты вам говорят, прислушайтесь к этому человеку, он, возможно, больше говорит, чем делает. Или если он долго говорит, но ничего не делает, то он может быть пустой. Вполне. И это все, ну, как говорится, ну, как оно, декорация, да. Хорошо. Поэтому, смотрите, мужчина здесь подкупает. Окей? И это может быть манипуляция, услышали. Давайте посмотрим. Его истинные чувства подкупают. Он подкупает именно вас. То есть вы ему так нравитесь, и здесь он может вас подкупать, рассчитывая на ваш ресурс. То есть он может рассчитывать на то, чтобы слить ваш ресурс материальный, например, вашу часть бизнеса, склонить вас к инвестиции. То есть это если и брак, то по расчету, к сожалению. Поэтому истинные его чувства – это деньги, это первое. Но если вы четко знаете, что вы уже долго этого человека знаете, такое тоже бывает, то вот здесь вот он может транслировать к вам чувства как к истинной матери своих детей. Почему? Потому что здесь есть король Пентаклей, здесь союзные, как говорится, стихии, да, то есть они земные. Поэтому если вы Земля и он Земля, то есть если вы там Козерог, Телец, Дева и он там кто-то близкий к Тельцу, да, как минимум. Ну, может быть, Овен тут такое может быть, да. Ну и Лев, мы не забываем про него.
то, в принципе, здесь истинное чувство, то есть, первое, ему нравится ваш ресурс, то есть вы как партнерша, как женщина здесь очень ресурсны. Ну и ваш ресурс – деньги и ваше умение ухаживать за детьми. Вот если он вам говорит: мне так нравится, как ты ухаживаешь за детьми, я бы хотел от тебя ребенка, то вот здесь он не врет. И тут уже не имеет никакого значения, как он вас подкупает. Но смотрите, если при этом у вас колоссальный ресурс, а он вам врет в том, что у него ресурс, тогда, скорее всего, он все-таки вами манипулирует. Окей? Что он транслирует вам вам в открытую, да, его чувства? Что он говорит о своих чувствах? Вот это скрытые его чувства, да, истинные скрытые чувства. Ну и говорит он вам: ты ж моя рыбка, да, ты ж, тут рыбка, ты ж моя зайка, ты ж мой котик, ты ж мой там олененок, тюлененок и так далее. То есть он и транслирует, как минимум, он может вам говорить, что я в тебя влюблен. И чем дальше, тем сильнее я в тебя влюбляюсь. Такое может быть. По этой карте, да. То есть он влюблен, и чем дальше, тем сильнее. Вот. То есть здесь я вижу какую-то начальную все-таки стадию, и учитывая 7 пентаклей, я бы сказал, что вам еще желательно бы друг друга немножко поизучать все-таки, да, потому что по 7 пентаклей есть сомнения давайте просто скажем, в том, что этот человек не обманывает вас. Потому что 7 это всегда возможность обмануть. 7 это неуверенность, да? Поэтому вот так. Ну и давайте посмотрим еще одну карту. Солнце. Смотрите, здесь если мужчина или партнер, да, не настроен на то, чтобы манипулировать вами именно деньгами, потому что все-таки здесь 3 прям карты монет, то тогда он просто хочет от вас ребенка, и все. Тогда здесь все чисто. И доверять ему можно. Поэтому ваша главная задача здесь просто проверить, насколько он врет вам в плане того, что он там состоятельный человек. Вы недавно, скорее всего, познакомились, и вы не уверены в его твердости. Если уверены в твердости, то тут все хорошо, и, в принципе, можете спокойно закрывать этот расклад и написать: я счастлива, что услышал, или счастлив, что услышал этот расклад. И пусть сбудется то, что вот тут вот про детей, про перспективу, здесь будет все классно. Давайте посмотрим. Стоит ли вам продолжать эти отношения все-таки, да, что скажут карты? Смотрите, паж жезлов, да, стоит. То есть, как минимум, здесь мужчина даст о себе еще знать. Возможно, он где-то там перегибает, возможно, он обещает больше, чем он может сделать, но все-таки стоит пока продолжать. И да, вы, может быть, где-то рискуете потерять время, рискуете там, может быть, обжечься, да, или наоборот остудиться резко, но, тем не менее, продолжать эти отношения пока стоит. Будете ли вы счастливы вместе? Да? Традиционный расклад. Вопрос: да, будете. Это карта союза. Здесь может быть брак, объединение официальное, да. Потенциально возможно в перспективе. Да. И счастье здесь возможно. И будете ли вы вместе, потому что тут все понятно. Если он не врет, тогда все красиво. И будете ли вы вместе? Да, и очень долго. Поэтому вот этот расклад, в этом раскладе просто нужно обратить внимание, нет ли постоянного расхождения с обещаниями и результатом. И вот если обещание и результат здесь расходятся, то нафига вам надо этот мужчина? Он вас просто обманывает, манипулирует. А говорить, что он там любит вас из-за того, что вы безумно красивый и хочет от вас детей, или не хочет детей, просто любит вашего ребенка или ваших близняшек, да, или любит вас троих, рано или поздно обман или сомнения выпадут. Что,
Любовь – это часто давать больше или часто давать то, чего у тебя нет. Или любовь – это давать то, чего ты не умеешь давать или никогда не давал. Даже вот так. Если вам эта парадигма заходит, если у вас ситуация похожая, напишите комментарии, я читаю все и, возможно, даже поставлю вам сердечко. Движемся с вами дальше, друзья. Ну и последнее, Таро геев. Кстати, на Таро геев можно смотреть и однополые отношения, как для мужчин, так и для женщин. Но, в принципе, колода достаточно ресурсная. И можно здесь на ней посмотреть всякие каверзные вопросы, да, но такое местами интересные ответы дает. Да? Давайте посмотрим, что у вас за ситуация такая. Смотрите, у вас в отношениях есть еще кто-то третий. И этот третий, в принципе, пока что помогает вам. Этот третий влияет на ваши отношения, и я бы сказал, что он пока что судья ваших отношений. Это какой-то друг или подруга, ну, больше, конечно, здесь друг. И он пока не лишний, этот третий. Ну, все-таки здесь бокс, да. Поэтому он пока не лишний, потому что в боксе, ну, без судьи, если бы был бы бокс, ну, был бы бокс без правил, да, хотя в боксе без правил тоже есть судья, да, и ему часто достается. Смотрите, возможно, вашему другу часто там тоже достается, и вы там сбиваете с его лица очки. Да? Далее давайте смотреть, что еще происходит. Еще, смотрите, здесь есть хранитель или проводник, и все идет по кубкам. Смотрите, в ваших отношениях есть кто-то третий, кто реально ведет эти отношения, контролирует, ведет, может это дух какой-то. Пока оно все по кубкам, я могу сказать, что, возможно, даже ваши отношения сопровождает дух какого-то человека. Поскольку у Таро геев это мужская энергетика, да, поэтому дух мужчины сопровождает ваши отношения дивным образом. Может быть, мой дух, да, энергетика моя, да. Ну и третье. Что ж такое? Здесь еще один гид. Жезлов. Смотрите, я вам скажу, что ваши отношения, они вот если сейчас в стадии конфликта, то я вам скажу, что у вас все будет хорошо. Хочу пообещать. И я надеюсь, Таро геев вас не подведет. Напишите в комментариях декларацию, что вы желаете примирения, вы намерены помириться. И вот смотрите, первый дух, проводник, второй проводник. Все это даст возможность вам как минимум, ну давайте так скажем, сгладить конфликт. Как минимум простить один другого. Простить, перестать обижаться, испытывать чувство вины. Это важно в отношениях всегда. Как минимум начать говорить через посредника. Поэтому, смотрите, у вас такая ситуация, где, возможно, вы очень сильно поссорились, поконфликтовали, но, может быть, вы даже родственные души, и тут тогда один будет вода, а другой будет огонь. Или вы пламенные близнецы, имейте в виду, или пламенная вода, ну, кипяченая вода, так сказать, да. Ну, вот так. Тут ссора с каким-то, даже я бы сказал, тут какая-то мистика может быть. Вот вы, может быть, дивным образом ссоритесь и дивным образом миритесь. Или, ну, я не знаю, какой-то мужчина вас примиряет, да, третий элемент. Давайте посмотрим. Истинные чувства вашего партнера к вам. Ну, смотрите, ваш партнер настоящий мужчина. Он достаточно жесткий, он автор сценария и режиссер. И смотрите, вот сегодня все три расклада, все мужчины достаточно жесткие. Но он император. И смотрите, он может быть не только мудрый, властный режиссер, но еще и может быть деспотичный. Поэтому
хотите вы, не хотите. Возможно, у вас такой характер, но с императором вам будет очень тяжело воевать, очень, ну, то есть вам постоянно нужен будет посредник. Поэтому, извините, но семейный психолог, да, рефери кубков вам понадобится. Поэтому первый совет вам: берите своего мужчину или свою женщину, ну, своего, короче, парня, да, или свою девушку, и идите к психологу, общайтесь. Это лучшее, что может быть. И, возможно, ваш деспотичный характер или ваш мягкий характер как-то они более-менее друг к другу притрутся. Но, тем не менее, смотрите, истинное его чувство обладать вами, он имеет право на вас, полное право, и он это право будет... Ну, давайте так. Поскольку он режиссер, и, знаете, как любой режиссер, он может быть как с характером, так и с характером. Режиссер по-любому с характера. Нет бесхребетных режиссеров. Да? То есть режиссер — это на самом деле маг, да, или волшебник. И благодаря нему происходит это вот кино, да, снимается этот фильм. Поэтому здесь истинное его чувство: вы в театре, а он автор. Вот и все. Но что он вам транслирует? Давайте при этом посмотрим. А он вам транслирует: подчиняйся. Поэтому тут все просто. Ваш характер и его характер просто они не сходятся. Что делать? И то, что я предполагал, что вы пламенные близнецы, так безусловно здесь еще и сила. Вы пламенные близнецы или огненные кипятки. Ну вот так. Огненные кипятки или пламенные близнецы? Напишите мне в комментариях, вот кто вы. То есть вы вспыхиваете вдвоем и закипаете вдвоем. А может быть, сперва вспыхиваете, а потом закипаете. А может быть, сперва закипаете, а потом, когда еще давление сильное, то еще и вспыхиваете. Потому что вода ж она горит, в принципе. Да? Вот. Но давайте смотреть. Поэтому он будет укрощать вас, подчинять, вы будете рычать. Ну, вот так, да. Что, давайте вот просто зададим вопрос, а что он решил? Вот без мыслей, да, вообще. Ну, тут по чувствам все понятно. Что он решил? Смотрите, здесь такой, это юноша монет. Он решил все легко изменить. Это двойка монет. Ну, вообще это паш монет, да, ну, как бы, это паш. Паш монет, он будет, знаете, как вам делать такие заманчивые предложения, опять подкупать. И вот тут смотрите, здесь подкуп есть и в первом раскладе, и во втором, и в третьем. И вот я не буду спойлерить, если захотите, посмотрите первый или второй. Но здесь он будет делать вам такие интересные, заманчивые предложения, но опять-таки с силы. Понимаете, да? То есть ему важно быть Юпитером, ему важно быть императором, ему важно покорять. Поэтому или вы смиритесь с этим и примите его, вот это императорское величество, или пойдете к посреднику, к третьему, или будете постоянно воевать. Но что же это за дух такой? Что за сила такая, что за два вот этих ангела ведут ваши отношения? Давайте посмотрим. Вот просто ответ на... Даже вы можете посмотреть, не привязываясь к этой ситуации, да, возможно, у вас чуть-чуть другая ситуация, да, где он не Юпитер, а Уран, например. Ну, тут под Уран тоже может быть. Или, ну, Плутон тут вряд ли. Ну, может быть, Сатурн, потому что карма, да. Ну, посмотрим. Вот что за ангелы такие? Кто это, почему они, откуда они берутся, что это за сила духа такая? Смотрите, здесь победа. Здесь, к сожалению, ангелы, ну, к сожалению, к радости, да, но к сожалению. К сожалению, здесь кто-то должен постоянно побеждать, поэтому, возможно, вам это кармические отношения все-таки. Это кармические близнецы огненные, это 6 жезлов, 6 огня. Поэтому, смотрите, это дух победы.
Вам нужно пройти эти отношения, они действительно кармические, и пока кому-то не надоест побеждать, вы будете играть в эту победу, в эту игру, в это соревнование, ну, в этот спорт, возможно, да. То есть, возможно, вы два спортсмена, кстати, которые периодически друг друга там лупят, ну, словесно или физически. Ну, иногда, да. Вот. Но ваши отношения, они в спортивном азарте, в огне все-таки. Огонь – это спортивный азарт. Также ваши отношения могут завязаны быть на бизнесе, на творчестве. Вы можете быть две звезды. Вот эти два ангела – это две звезды, где между вами любовь, как в кино на площадке. Но знаете, что это все скоротечно. Это нестабильно очень. Поэтому вот здесь я могу вам сказать вот смело, даже не докладывая дальше карт, вас ждет судьба, больше похожая на судьбу двух звезд, которые познакомились на площадке. Любовь, морковь, да, или там, як українською кажуть, сьомки, бомки, кохання донестями, а потім, потому что перегорают звезды. И вот, ну, ангелы, они ж, понимаете, какие два ангела, ну, вряд ли уживутся вместе. Поэтому либо один другого победит и подчинит. Но обычно вода тушит огонь. Вода обычно тушит огонь, да. Потому водная стихия здесь огненную может победить, как ни дивно. Не падайте в обморок, напишите, как вы чувствуете. Вот если вы вода, сможете ли вы потушить вашего огненного партнера? А если вы огонь, как вам при этом, да? Хотите ли, чтобы вас потушили или нет? Да? Поэтому... Что здесь происходит? Здесь вот именно конкуренция. Вот здесь пока между вами идет конкуренция, вот до тех пор и будут отношения. Конкуренция заканчивается, вы прогораете, любовь стухает, страсть затихает, а это страсть. Сила. И все. Но при этом еще один над другим должен быть доминантом. Ну, в гомосексуальной паре так, в принципе, это и нормально. И тогда, да, тут для однополых отношений, особенно мужчин, здесь будет все чики. И, ну, если вы альфа, а он омега, тогда все прекрасно. Или наоборот, да, как уже ваши взгляды, да. Поэтому здесь есть перспектива. А вот у разнополых и разностихийных, да, или у пламенных близнецов здесь проблемы. Или у пламенных кипятков. Стоит ли вам продолжать эти отношения? Нужно ли вам продолжать эти отношения? Ну, здесь Луна, и пока я бы сказал, что да. Но вот именно в этой колоде Луна говорит о том, что это любовь, это вот та самая голубая Луна, о которой пелась в песне, да, поэтому да, даже если вам непонятно почему, а я же говорю, это кармические отношения, ну вы почувствуете, да, когда это заканчивается. А будете ли вы счастливы в этих отношениях? Ну, здесь полицейский, поэтому, сами понимаете, да, жезл у него достаточно длинный, вот, и упругий. Поэтому, пока у него длинный упругий жезл, никуда вы не денетесь. Он еще и полицейский, и если надо, вызовет полицию или наоборот накажет. Он же полицейский, оденет там наручники, так к батарее привяжет. Вот поэтому, да, вы будете вместе. Понимаете, да? Потому что у него власть. И если вы согласны подчиняться, то вы и будете вместе. Тут все логично. Из песни слов не выкинешь. Ну и эту палку просто так не выкинешь тоже. Да, она все время в нужном месте вставлена. Да? Ну и а нужно ли вам быть? Да, нужно ли вам быть? Ну, это мир. Да, для чего-то вам это приключение. Здесь Атлант держит на себе землю. Да, тут показано, что именно мужчина держит на себе землю. Поэтому мир это всегда чистота и выход. Но пока нужно быть для чего-то, да, возможно,
пока вы полностью не освободитесь от чего-то. То есть, по сути, эти два ангела, они же еще и про очищение, про освобождение. Поэтому эти отношения, хоть они достаточно жесткие, но, знаете, как судьба говорит, выдерживай, выдерживай. У этого полицейского не просто так в руках эта резиновая палка, да? Ты должен выдержать. Терпи. Ну, чтобы не было просто так немного потерпел и все, и... Не, так не надо. Ну, просто вот карма вам выдержать это, да? Поэтому будете ли вы счастливы, это уже третий вопрос, да, и последний в этом раскладе. Будете ли вы счастливы? Смотрите, сегодня прямо выпадает, знаете как, это все-таки счастье у вас в достижении успеха. Поэтому, если вы будете достигать успеха в этих отношениях, вы будете счастливы. По сути, это, ну, давайте так скажем, судья, да, или посредник жезлов, да. А посредник жезлов это, ну, это паш, да. Поэтому, давайте так скажем, будете ли вы счастливы до тех пор, пока вы будете находить успех и интерес в этом, да, успех и интерес, то вы будете счастливы. Не будет успеха и интереса, счастья не будет. Поэтому на однополые отношения этот расклад очень неплох. Вот. А на пламенные близнецы и кипятки, то до тех пор, пока вам будет интересно и вы будете достигать успеха вне зависимости от того, кто вы, альфа или омега, эти отношения будут длиться. Как только интерес пропадет и возможность управлять реальностью пропадет, вы почувствуете, что этот атлант уже не выдерживает на себе всю тяжесть своего кармического испытания и, скорее всего, начнете очищаться и отдаляться из этих отношений. Как вам резонирует последний расклад, напишите в комментариях. Я же всех крепко целую и обнимаю. Оставайтесь на связи. Все будет добре. На связи. Пока-пока.